Кристальные воды Сиамского залива, густые джунгли, пальмы и белоснежный песок. А еще парки развлечений, города в европейском стиле и всеобъемлющая дешевизна. В общем, сплошное блаженство. Это то, что расскажет о Фукуоке ваш турагент. Мы же прилетели проверить, а правда ли здесь так хорошо. В этом видео активно изучаем карту острова, разбираемся, где жить, чем заняться, где купаться и сколько все это стоит. В описании вас ждет бесплатный мини-гайд, где я оставила ссылки на все локации из этого видео, а также дополнительную полезную информацию, чтобы сейчас вы просто смотрели и наслаждались, а не пытались найти точки на карте. А меня зовут Ира, это канал Гражданочка Мира, человек за кадром, а иногда и в кадре мой муж Макс. Под видео есть подробный таймлайн, и если вас интересует что-то конкретное, жмякайте сразу туда. А мы начинаем. Фукуок – это самый большой остров Вьетнама, хотя его протяженность всего 50 на 25 километров. Более 70% острова занимает заповедник, и на острове даже есть небольшой горный хребет. Остров живет производством рыбного соуса, рыбалкой и, конечно же, туризмом. Давайте сперва быстренько разберемся с картой местности, чтобы было проще воспринимать дальнейшие передвижения. Говоря о Фукуоке, многие используют деление острова на 3 части. Мы поступим так же. Точно границ, конечно же, нет, поэтому рисую, как рука возьмет, и заодно обозначу ключевые точки. Север. Здесь расположен красивый пляж с морскими звездами, заповедник, а также огромный комплекс компании Винперл, который включает в себя парк развлечений, сафари-парк, дорогие отели и декоративный городок с венецианским флером. Дальше идет центр. Здесь расположилась местная столица, город Цзуондонг и прилегающие к нему территории. Цзуондонг – одно из немногих мест на острове, которое похоже на Вьетнам в его классическом понимании. Здесь есть большой дневной локальный рынок продуктов с адекватными ценами и найт-маркет уже для туристов. Если отойти подальше от найт-маркета, то можно найти немало локальных кафе с недорогой едой. Также в этой части мира находится гипермаркет Кинг-Конг, куда ездит закупаться весь остров. Тут продается все от тайского мыла до российской колбасы, но не сказать, что супер дешево. Кроме продуктов, здесь есть большой пристрой с одеждой и аксессуарами. Не сказала бы, что это открывает безграничные возможности для шопинга, но люди на кассах стоят с полными тележками, а значит, сувенирами и вкусняшками подзатариться все же можно. Здесь же находятся пляжи Онг-Ланг, Бакео и Лонг-Бич, который настолько лонг, что начинается здесь и продолжается 20 километров на юг. Он разбивается еще на десятки наименований пляжей, но глобально все это Лонг-Бич. Югом принято обозначать примерно все, что южнее аэропорта. Здесь есть пара новых жилых районов, еще один туристический район в европейском стиле Sunset Town, а также вторая по протяженности пассажирская канатная дорога в мире. Один из лучших пляжей на острове, Кем, тоже находится здесь. В основном все селятся на западном побережье. Большинство отзывов, что я читала с восточного берега, кроме пляжа Кем, были полны предупреждений о мусоре. Ну что, приступим к осмотру? Друзья, мы приехали на один из самых красивых пляжей на Фукуоке. Это пляж Starfish. Как вы могли догадаться из названия, красивый он в том числе тем, что на этом пляже обитают морские звезды. Но есть нюанс. Попасть на него не так уж и просто. Мы проехали самый первый поворот на пристани, где написано Starfish, вам сюда, и можно было проехать немножечко дальше вдоль берега. Припарковались мы вот на какой-то там уже дальней парковке и хотим попробовать пешком дойти до этого пляжа. Мы сейчас начнем эксперимент свой, а по пути я вам расскажу, что не так с этим пляжем. Здесь написано, что можно взять лодку за 250 тысяч человек. Но мы точно знаем, что можно и за 100. Просто где-то подальше, либо договориться вот уже здесь с глазу на глаз. Итак, раньше Starfish это был один большой пляж, который населялся морскими звездами. То есть это самый север острова, и здесь вот территория, которая очень им подходит. В это место активно начали наведываться туристы, что привлекло внимание вьетов. Конечно же, они сначала просто понастроили здесь кафешек, а потом поняли, что как-то не хватает, надо бы еще немножечко дожать. Что они начали делать? Они собирают этих морских звезд по всему пляжу и побережью и свозят в одну локацию. Эту локацию они огородили колючей проволокой и забором.
И, собственно, чтобы туда попасть, нужно идти по берегу там пару километров, либо они вас за совсем символическую плату в 250 тысяч донгов туда довозят. Если едете на лодке, то можно сторговаться за 100 тысяч донгов с человека. Но на самом-то деле это совсем недорого. Тут просто вопрос немножечко этического характера. Блин, вот мы пока идем, просто посмотрите, как красиво. Фантастика. Вообще, я как будто на каких-то Мальдивах. Офигеть. Ну, если не считать там какой-то мелкий пластиковый мусор. Просто мука. Песок, мука. Он даже хрустит. Очуметь. Посмотрите только на это. Вообще, да? Фантастически. Мне кажется, очень красиво. Есть уже видео в интернете, где у них под вот такими мостиками хранятся такие, под мостом в воде. Слушай, это не они? Может быть, похоже. Целые сети с этими морскими звездами. То есть они их содержат вне воли. Ну, то есть был нормальный дикий пляж. Здесь морские звезды себя хорошо чувствовали. И туристы со своими лапками могли добраться далеко не до всех, потому что они были разбросаны везде. Но в Йети решили, что нужно обязательно поиметь с этого денег. Сейчас что происходит? Они действительно вредят морским звездам. Теперь туристы всей толпой приезжают в одну точку, ну то есть их туда привозят на этих своих лодочках, и все тусуются в одной локации, вытаскивают этих морских звезд из воды, чего делать нельзя, фотографируются с ними пачками и толпами. Ну то есть если раньше это было мило и романтично, то теперь есть нюанс. Поддерживать эту движуху нет никакого желания у меня лично, но, пожалуйста, если у вас есть желание, возможность, просто прокатитесь на лодке, у вас это займет буквально пару минут. Мне же вот чисто интересно, получится у нас обойти этот забор или нет. Это что, уже он? Это даже не ключи, это просто не сетку натянули. Ну, сетка, да. Но мы с тобой прошли на самом деле метров 100 от парковки. Тем не менее, здесь фантастически красиво, давайте признаем, да? Можно в кафе в Прибрежном себе арендовать лежак и здесь купаться. Я бы так и делала. Вообще потрясающе, еще и тенечек. Супер. В цели безопасности агентство не разрешает использовать этот маршрут к пляжу с морской звездой. Что ж, хорошо. И все. Слушай, я правда думала, что будет ров с крокодилами по меньшей мере. Мы еще не дошли до туристического эпицентра, мы только-только перелезли через сетку, а уже тут звездочки. Посмотрите, какая прелесть! О, Макс, там большие есть! Так, я уже по колено в воде, мне вообще не важно. Посмотрите, какая здоровенная. Красотка. Ребята, ну это кайф. Я думала, что действительно далеко, долго идти, и поэтому все пользуются услугами лодочников. А вот они, эти звезды. Блин, я так счастлива, что мы сюда приехали именно таким путем. Просто потрясающе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И никто их здесь не трогает. Как здорово. Идут сами по себе. Вот, прямо около берега. Их много-много. Очуметь. Какие вы классные. Цвета вот действительно просто как во сне. Я не ожидала от Вьетнама такого, честно. А мостик вот этот, а пальма, смотрите, там девушка фотографируется. Вообще, ну просто тропический рай какой-то, ей-богу. Если на мусор не обращать внимания, то действительно потрясающее место. Что тебя вынесло-то? Иди. Ты привела бабушку через дорогу, а может ей туда было и не надо. Нужно позагорать, да? Ты приплыла. А тут я, спасительница. Но теперь другая важная тема. Пока мы вот, кстати, подошли, я так понимаю, может, это уже и есть тот самый Starfish Beach, потому что он огорожен еще буйками, и здесь очень много морских звезд на берегу. Так вот, по поводу доставания морских звезд из воды. Просто вытащить звездочку из воды можно. Она от этого не умрет. Но устраивать с ней получасовую фотосессию, конечно же, не нужно. Во-первых, они для этого не рождены, не предназначены. То есть им нужно быстренько вернуться в воду обратно. Во-вторых, вы не знаете, сколько раз ее до этого уже сегодня вытащили из воды, с ней пофотографировались. Ну и в целом, как бы, ребят, рисковать жизнью звезды ради фотографии в Одноклассниках, ну, наверное, такое себе. Совершенно не обязательно выкладывать их на себя. Есть еще вот эта вот, знаете, история уложить себя звездами и фотографироваться. Но этого делать совершенно не обязательно. Я думаю, что вы можете пережить без таких фотографий. Ну и просто вишенка на торте. Почему я все это рассказываю? Кажется, очевидные вещи, да? Ну, если ты можешь взаимодействовать с природой, не трогая ее, то лучше так и делать. Но
недавно выложили в чат Фукуока фотографию, фотографировали где-то, по-моему, в Сансет-тауне. Фотография с балкона. И на балконе соседнего дома выложено, где-то 10 звезд, которые просто сушатся на солнце. То есть человек сюда приехал, набрал звезд и увез с собой сушиться на солнце, чтобы потом увезти эти сувениры, видимо, домой. То есть, казалось бы, очевидные вещи, но не всем очевидны. Поэтому я так много на этом акцентирую внимание. Конечно, это ужасно, делать так не стоит. Достать ее, подержать под водой вообще для нее никакая не проблема. Но вытаскивать и долго держать на солнце не надо. Слушайте, и цены божеские. Вон 20 тысяч стоит гамачок. Гамачок в тенечке. Не на основном даже пляже, а вот... Кстати, я не знаю, это вон там основной, может, пляж? Мне кажется, больше людей. Здесь никого нет, а сегодня суббота, и время час дня. Это же самый пик и разгар. Звезды есть, гамачок 20 тысяч, красота. Ну что, друзья, закончилось наше путешествие на Starfish Beach. Мне кажется, это потрясающее место, сюда обязательно нужно ехать. Вопрос единственный в том, что идти, по нашим субъективным ощущениям, меньше 1 километра. Можно, да? Да, можно, и это прям близко. Вот реально, я сейчас расскажу, меньше километра. Да. Из расходов. Если у вас нет какой-то своей лежаночки, как, например, у нас, вы можете потратить денежные средства, инвестировав их в какой-то коктейль или любой прохладительный напиток, и вот где вы его купили, там же сразу вам дадут кресло. Наслаждайтесь. По крайней мере, какое-то сидячее место. Либо, я думаю, что по такому же принципу можно арендовать лежак. А у нас прямой эфир шоу. Давай посмотрим, что там за дорога. По ней даже навигатор не прокладывает маршрут, только пеший. И мы решили посмотреть, получится ли проехать на скутере. Вот я вижу, кто-то выезжает на скутере, значит, возможно, мы сможем в ту сторону как раз совершить этот переезд. Мы хотим посмотреть на еще один пляж на севере. Там даже непонятно, пляж ли это, но там точно место для снорклинга. По крайней мере, раньше было, судя по отзывам. В общем, хочется посмотреть и заодно изведать, что это за тропа такая лесная. Но, по-моему, прикольно. Лес, джунгли, никого нет. Класс. Да, нет пекла. Слушайте, в целом ехать прям приятно и прохладно. Единственное, что здесь очень много песка и глины, наверное. Но в любом случае, если бы прошел дождь, то все это превратилось бы в ужасную кашу. Поэтому после дождя ни в коем случае сюда суваться нельзя. Да и вообще в дождливую погоду я не знаю, как отсюда вообще выехать, если ты заехал в середину и пошел ливень. Но это будет жестковато. А так в целом очень даже ничего. Не сказать, что она плохая, да? Да, нет, только можно выехать. Можно? Можно, это понятно. Другой вопрос, какой ценой и нервами. Так, что, наша дорога закончилась. Мы приехали вот в такой населенный пункт. Тут опять же практически никого. Решили выпить Макс кофейку, а я тростникового сока. Hello. Так, товарищи, я не знаю, пробовали ли вы тростниковый сок, но в Азии очень часто в него еще добавляют сироп. То есть он и так из сахарного тростника, они еще добавляют либо сахар, либо сироп. Поэтому я попросила мне ничего не добавлять. Не знаю, насколько меня поняли, потому что, естественно, Google Translator иногда сдает в таких ситуациях. Но я надеюсь, что можно будет пить. Иногда просто слишком приторно и реально пить невозможно. 30 минут у нас ушло примерно на эту дорогу. Просто навигатор ее не прокладывает, поэтому я вам подсказываю, сколько примерно у вас это дело займет, если вы решите сюда поехать. Так, в общем, там было указано цены по 10 и 15, но нам сделали большой кофе Суа за 20 и большой сачок тоже за 20. В принципе, мы не против. Я сейчас отхлебану. Не успел. Но сгущенки маловато, но вообще-то ничего. А у меня сладковато.
Но можно еще подождать немного. Надо перемешать, во-первых, и подождать, пока немного подостает лед, может быть. Но вообще не слишком приторно, нормально. A few moments later. Короче, надо ехать. Товарищи, не знаю, как насчет снорклинга, но здесь с обеих сторон от пляжа есть очень красивые скалы, к которым можно прогуляться. Я так понимаю, что на левую сторону тоже можно зайти. Там даже какой-то вот парапетик есть, что-то как будто бы обустроено. И в том числе с той стороны есть виллы и гестхаусы, судя по всему. Ну, единственная беда классическая для Азии. Я не могу сказать, что это самое чистое место на Фукуоке, определенно. Но если вам нужны какие-то красивые фотокарточки в скалистых местах, то сюда можно приехать, так вот закрытыми глазами все это пройти и сделать себе памятные снимки. Еще мы видели, ребята купаются на местном пляже. Там довольно-таки чистый песок, хороший вход в воду. Единственное, что лодочки стоят, но между лодками заплывают, тусуются, и порядок. А еще мы заметили, что в городе, где этот пляж находится, цены существенно ниже, чем в Зоандонге, в котором живем мы. Ну, например, там на какие-нибудь супы у нас дешевле, я не знаю, там 40-50 тысяч ничего не купить. А здесь по 25, по 30 нормальные вьетнамские цены. Вот, так что имейте в виду, если вы решили селиться где-то здесь, то у вас будет преимущество в виде невысоких цен. Мы заехали тут в местное кафе перекусить блюдо, которое называется сом. Это рис с чем-нибудь. Ну, как правило, со свининой, либо с курицей. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Здесь стоит 40 тысяч. Максим говорит, что я жестко обгорела. Я пока не хочу его верить, но кажется, так и есть. И это мы сидели в тенечке и только пару раз зашли в воду, так, чтобы там потусить какое-то время. Ну, что ж, такова судьба тех, кто путешествует по Азии. Нельзя просто взять и не сгореть. Чай. Чай это? Вкусный? Да, мне нравится. Товарищи, у нас тут редкий случай, когда реальность превзошла ожидания. Собственно, рис, яичко, мясо. Интересно. Но я думаю, что это свинина. Немножечко овощей. Ну, то есть это такой более-менее классический набор. Вот еще нам сейчас бульон ставит. Причем как много. Каман. Слушайте, ну это вообще... Я не ожидала. Мне очень приятно. Я уже привыкла, что на Фукуоке как-то не очень по-вьетнамски. А вот это вот вполне себе. Супер. Very good. Very good. Come on. Слушайте, ну было здорово. Я спросила название заведения, даже вам его оставлю. Ну, мало ли мимо будете проезжать, перекусите. Итак, Гранд-Ворд. Это закос под Венецию от вьетнамской компании Vingroup. И за все наши бесчисленные скитания и выпуски о Вьетнаме я вам так и не рассказала об этом вьетнамском феномене. Ну что ж, самое время. Основал компанию товарищ Pham Nhat Vuong, обладатель интересной биографии и первый долларовый миллионер Вьетнама. Он родился в 1968 году в бедной семье в Ханое, но хорошо учился и получил стипендию на учебу. Высшее экономическое образование он получал уже в Москве. Затем он отправился в Украину и там открыл свой первый бизнес – ресторан вьетнамской кухни. Следующим шагом там же он открыл производство лапши быстрого приготовления Мивина, которая, как пишет Википедия, очень быстро стала у соседей именем нарицательным для лапши быстрого приготовления, ну, как в России доширак. В 2010 году он продал свой украинский бизнес компании Nestlé за $150 миллионов. Но задолго до этого он уже начал инвестировать в строительство во Вьетнаме. На данный момент у Vingroup несколько парков развлечений, жилые комплексы, отели, онлайн и офлайн магазины, коммерческая недвижимость, больницы, школы и многое другое. Это огромная корпорация, которая даже транспортные средства выпускает. И смартфоны
смартфоны. В общем, около 50 дочерних компаний, которые занимаются всем подряд и занимают огромную долю рынка во Вьетнаме. Та же Википедия говорит, что именно он решил сделать из Фукуока шикарный курорт. На севере острова он построил огромный комплекс, который включает в себя городок Гранд-Ворд, парк аттракционов и сафари-парк. Для того, чтобы гостям и жителям острова было проще сюда добираться, запущены бесплатные автобусы с номерами 17 и 19, которые ходят от аэропорта и отеля «Интерконтиненталь». Их же используют как простой общественный транспорт. И это, товарищи, дюже удобно. Даже мы в сторону севера особо не ездим, но до какого-нибудь там гипермаркета Кинг-Конг можно доехать на этом автобусе, и это просто прекрасно. Вот за это... Из всего комплекса нас интересует только вот этот вот венецианский городок Гранд-Ворд, потому что в аналогичном парке развлечений мы уже были в Ничанге. Кстати, там зоопарк меньше, и он как бы включен в парковую территорию, это все единый билет. Но здесь сафари-парк, он больше, и это совершенно отдельное мероприятие. Кстати, местный парк развлечений не стоит путать с канатной дорогой на юге острова. Здесь канатной дороги нет. Если говорить в целом про Гранд-Ворд, это такой закос под европейский городок. Ну и, собственно, его-то и называют местной Венецией. Даже гондольеров по речке пустили. Большая часть города пока что еще никак не задействована. Но вроде как оно все разрастается и разрастается. Возможно, через несколько лет все же уже все помещения кто-нибудь дозаймет. Я, правда, не знаю, кого сюда нужно понагнать, чтобы еще что-то пооткрывалось. Здесь даже на одной улице все в каких-то кафе, массажных салонах, отельчиках, гестхаусах и прочем. Стоит еще отметить, что данный район считается самым дорогим на острове, и оживает он далеко не сразу. Ну, то есть сами вьеты здесь не живут, потому что это дорого. Следовательно, если вы ожидаете от Вьетнама какой-то дешевизны и думаете, что приехав сюда вы ее получите, то нет. Многие, приезжая в Гранд-Ворд, отсюда потихонечку сбегают куда-то южнее, именно потому что, во-первых, высокие цены, во-вторых, далеко не все открывается, ну, например, рано утром. Если вы захотите позавтракать, у вас, скорее всего, возникнут некие проблемы, потому что здесь все закрыто. Судя по отзывам, городок оживает где-то после обеда. Ну и, собственно, оно объяснимо, потому что вечером здесь очень большой наплыв гостей. Дело в том, что в Гранд-Ворде есть вечерние шоу. Они бесплатны. Первое вроде как часов в 7, второе в 21:30. И вот на них-то съезжается весь остров. Конечно, к этому времени открывается уже вообще все. Днем народу немного, соответственно, продавцам нет смысла рано подрываться сюда, бежать, все это дело открывать. Ну и поэтому утром инфраструктура местная не очень-то и работает. Также, насколько нам известно, здесь имеется собственный хороший пляж, на который приезжают люди с других частей острова. Вход вроде как тоже бесплатный, и что-то я даже где-то читала про бесплатные лежаки. Но если это так, тут вообще, конечно, просто восторг. Представьте, еще и автобус бесплатный, который вас сюда привезет. Слушайте, на первый взгляд это просто фантастика. Во-первых, лежаки в теньке с зонтиками. Волн здесь нет. Все довольно чисто. Есть душ. Можно сполоснуть ноги. Так, давайте посмотрим на водичку. Ну а что на нее смотреть? Все хорошо. Очень даже. Ребята, это вообще супер. Пляж с деревьями. Это ж красота. Ой, еще и с хвойными. Мне кажется, это отличный пляж. Друзья, ну вы просто гляньте. Это же вообще какое-то сокровище прям. Вон рыбки плавают. Дальше длинная береговая линия, какая-то пальмовая роща, не знаю, наверное, уже относится к каким-то отелям, но тем не менее пройти можно, никто никого никуда не гонит там. Вообще, ребята, я думаю, что это очень достойно. Давайте посмотрим, что тут за информация указана. It's for free? We can use. And what about towels? No. How much? Only for... Окей. Раздевалкой тоже позволили воспользоваться. Единственное, полотенечки не дали. Но, по-моему, я читала, что где-то еще и полотенечки даже бесплатные есть. Но это вообще уже будет слишком хорошо. Непозволительно. Нет, ну посмотрите на него. Оставь тебя на минуточку. Кайф. Гранд-Ворд нам нравится, да? Бум! И море. Кайф. Мы окунули свои тела в эти прекрасные воды этого замечательного пляжа, не побоюсь этих слов. Но мне, правда, здесь очень понравилось. Сейчас еще тут, знаете, что случилось?
бесплатный урок по бачате, о котором объявили на русском языке. Ну, то есть тут еще и действительно какие-то бесплатные мероприятия на пляже проводятся, чтобы мало того тут бесплатно повалялись, так еще и отдохнули от души, кайфанули и повеселились. Сейчас мы решили прогуляться немного и пройтись дальше, посмотреть, что за пальмовая роща такая. Мне кажется, она выглядит просто восхитительно, и очень хочется вам ее подснять поближе. Тут какая-то речка вытекает все-таки, друзья. Что-то есть, да? Фу, вонючка. Так, ну вот, знаете, что с самого края пляжа есть таки что-то, что вытекает. Моем лапки. И вот начинается здесь пальмовая роща, о которой я говорю. Смотрите, вообще нет людей и буйков. Мне кажется, это потрясающее место для ваших фотокарточек. Ну и, в принципе, отдохнуть. Вон бросили какое-то полотенце под пальмы, и тебе частный приватный пляж. Короче, что я думаю, что жить в Гранд-Ворде очень даже тема, если у тебя, например, есть скутер. То есть ты можешь в любой момент отсюда стартануть куда-то, перекусить локальную, в том числе, еды. Но для нас важно, мы не очень любим в кафе оставлять какие-то состояния. В целом, что поздно просыпается вот здесь вот все, мы просыпаемся очень рано. И для нас это не вариант. А вот со скутером можно мотануться вот в тот городок, в котором мы были вчера. Да, он, кстати, недалеко. Там даже спортзал работает с 5 утра, я смотрела когда-то. Вот, и там также благополучно утро провести, приехать сюда и здесь уже тусоваться на пляже. Короче, варианты есть. Если очень хочется, то можно что-то придумать. Товарищи, мы приехали на вечернее шоу Гранд-Ворд. Сегодня суббота, а после второго шоу в субботу дают фейерверк. Итак, дамы и господа, у нас вечерняя версия вьетнамской Венеции. Все очень красиво подсвечено. Ну, правда, блин, выглядит классно. Если посмотреть на вторые, третьи, четвертые этажи, то там везде практически темно. Никого нигде нет. Вертикальный контент. Спасибо. Максим Васильевич, пока мы прогуливаемся по прекрасной Венеции, расскажите, пожалуйста, как вам трафик на дорогах Фукуока, если сравнивать с остальным Вьетнамом? По сравнению со всем Вьетнамом, здесь, конечно, очень мало людей. Мы как выехали с хорошим настроением, и еще вернулись в хорошем настроении. Очень мало автобусов, очень мало, не знаю, автомобилей, мотоциклизма. Грузовиков нет на Грузовиков острове, нет, да, мне кстати. кажется. Знаешь, я вот заметила, что они косячат, ну, в плане, что они ездят по встречке по-прежнему, тут ничего не меняется. Но из-за того, что почти никого нету на дороге, вообще пофигу. Слушай, ну я, кстати, заметил, сейчас мы ехали сюда, когда, что за столько времени, сколько мы провели уже во Вьетнаме, и у меня уже выработалась некая толерантность. Когда люди едут по встречке, я такой, ну окей. Такой, знаешь, типа я просто такой... Ему просто не кайф далеко ехать, разворачиваться, что ж. Да. Ну ты как-то реагируешь уже на это более спокойно. Вообще, ты знаешь, как-то, как само собой разумеешься, я такой, знаешь, типа едешь, такой смотришь, ну хорошо, возьму чуть-чуть левее. Главное, Просто... знаешь, не перейти в категорию, когда ты сам так делаешь, потому что, ну, тут вот так принято. Товарищи, шоу классное, ну серьезно, мы даже были удивлены, для бесплатного это прям топ. Фейерверк в конце был, знаете, тоже очень такой недурный, поэтому рекомендую, конечно же, съездить. Единственная беда в том, что довольно поздно все это кончается сейчас, ну как поздно, опять же, 10 часов, но кто давно нас смотрит, уже знает, что мы пенсионеры ментальные, и нам уже давно пора спать, мы уже кое-как вообще дождались даже начала этого шоу. В 21:30 стартануло мероприятие, и вот к 10 ближе был салют. Места лучше занимать, конечно же, сидячие, для этого нужно купить некий напиток или какую-то вкусняшку у тех, кто этими местами по краю от озера банчит.
Время подбиралось к 11. Мы подъехали поближе к дому и приспичило поесть. Не мне. Мы остановились в кафе неподалеку от нашего жилища. И здесь очень интересные супы. С субпродуктами. Б. 30 тысяч стоит порция такого супа. Ой, их так много. 30 тысяч, Тут конечно. прям такое всякое. Выглядит здорово. Все бывает первый раз. Во Вьетнаме очень любят субпродукты, между прочим. Но обычно туристы не заходят в такие кафе. У вас выбора нет просто. Все закрыто в такое время. Ну что, Макс, как суп? Классно. Прям нравится? Ну, только горячий. Может, ты голодный просто? Вкусно необычно, скажу так. Блин, я так замерзла, что мне тоже залетает прям как надо. Я посматриваю, как местный ест. Значит, берет себе мисочку, наливает рыбного соуса. Просто его как-то не очень котируем. И палочками достает субпродукт, макает в соус и уже потом ест. Ну, собственно, как побо они едят и так далее. То есть они из супов достают мясо, макают отдельно в соус и едят. Друзья, мы начинаем исследовать юг острова и начинаем с пляжа Кем, он же пляж Кхем. Он считается одним из самых красивых на острове. Мы сюда добрались с центра, мне кажется, довольно-таки быстро, минут за 20-30. Нам понравилась прилегающая территория к пляжу. Тут вот такие вот интересные, симпатичные здания, традиционно полупустые, но тем не менее все такое очень ухоженное, красивое, аккуратненькое. В общем, идем смотреть. Помимо того, что уже видно красиво цвет водичку, эту красивую бухту, здесь под пальмами можно расположиться со своей какой-нибудь лежаночкой и также, я так понимаю, арендовать лежак. Ну, прям скажем, да, народу немало, но, товарищи, посмотрите, пожалуйста, на эту воду. Мне кажется, это потрясающе. Здесь очень чисто. Видно, что до глубины идти далековато, но, тем не менее, мне кажется, очень даже неплохо. Ну вот, отошли 50 метров правее, и народу уже совершенно не так много. Я думаю, что если отойти левее, будет тот же эффект. Вода потрясающая, прохладная, очень чистая, никакого мусора, ничего нет. Хотя поговаривают, что иногда, если там ветер поменяется, может сюда нанести всякого, но вроде как быстренько убирают. Друзья, пляж потрясающий, мы обязательно сюда еще вернемся. Единственное, на территории нету бесплатных душей, туалетов и раздевалок, но они есть вот в этом здании, сзади меня. Цены у вас сейчас на экранах. Сам пляж бесплатный, потому заплатить за душ, я думаю, невеликая проблема. Единственное, что с собой нужно иметь полотенце, потому что здесь полотенца какие-то дорогие. Между двумя южными пляжами расположилась главная историческая достопримечательность на острове. Что там главное, возможно, единственное? Это кокосовая тюрьма. Эта тюрьма контролировалась американской армией во время Вьетнамской войны. В той войне сражались север и юг Вьетнама. Югу Вьетнама помогали американцы, северу коммунисты. В этой тюрьме применялись очень изощренные пытки в отношении солдат Северного Вьетконга. Последние проявляли стойкость, мужество и впоследствии здесь же и умирали. Посетить это место можно совершенно бесплатно. Это такой местный памятник человеческой жестокости. Ну вот в чем Вьетконг был хорош, только это в тоннелях. Видимо, по ним-то они отсюда избегали. Друзья, мы приехали на второй по популярности на юге пляж. Это пляж Сау. Хочется сразу отметить, что, в принципе, атмосфера по водичке, наверное, такая же, как на Кхеме. Очень красиво и чистенько. Ну, по крайней мере, как чистенько. Ну, в воде кажется, что чистенько. Но сейчас я повернусь. И уже что-то не так, да, как будто? Разница с пляжем Кем, которая бросается в глаза в первую очередь, это наличие мусора, наличие водных развлечений, а именно я вижу банан и вот эти вот водные скутеры, не знаю, как они правильно называются, не помню. Еще здесь есть, я не знаю, что это, либо бар, ресторан, из которого играет музыка. Не сказать, что прям слишком громко, наверное, можно куда-то отойти подальше, где ее не будет слышно. Пока ситуация такая.
Вот мы, знаете, еще пока ехали, я думала, может быть, мне показалось, но мы сейчас полетали, и я поняла, что нет, нифига, так и есть. Здесь, по сравнению с Кемом, такая, знаете, глухомань. Но если там, да, мы видели какой-то город, виллы, что-то какая-то инфраструктура вокруг, то здесь этого практически нет. Ну, то есть какой-то бич-клаб, есть кафе, есть рестораны на берегу, но сзади в основном какие-то непролазные леса. Здесь вроде и народ поменьше, но и мусора больше, потому что территория большая, а все эти бич-клабы и рестораны убираются только возле себя. В целом, пляж красивый. И, возможно, в какую-то безветренную погоду, или когда здесь, знаете, прям убрались, здесь по-любому тропический рай. Но конкретно сейчас здесь нужно искать место, чтобы куда-то прибомбиться таким образом, чтобы не смотреть вообще на этот мусор. Сейчас проходили, посмотрели, что гамак стоит 20 тысяч аренда, а пляжное кресло 50 тысяч. Душ стоит 20 тысяч, а локер 50 тысяч. Ну, то есть тут еще есть такая стихийная камера хранения. Мы приступаем к изучению территории главного конкурента Вингрупп, компании Sun Group, которая обосновалась на юге острова. Что примечательно, основатель компании Sun Group, товарищ Лев Ятлам, тоже в 80-х учился в Москве и дружил с основателем Вингрупп. После окончания учебы он тоже отправился в Украину, где вел успешный бизнес в сфере строительства. Компании принадлежит большинство канатных дорог во Вьетнаме, несколько крупных и популярных парков развлечений, например, Бана Хиллз в Дананге, различная элитная недвижимость и другие объекты инфраструктуры. Ну так вот, на Фукуоке они вообще разгулялись и построили самую длинную в мире морскую канатную дорогу. Уточняю про морскую, потому что многие любят говорить о том, что она в принципе самая длинная, но это не так. В Боливии есть пассажирская канатка на 30 километров, местная же около 8. В любом случае это очень-очень много, красиво, да еще и над водой. На другом конце канатной дороги на острове Хонтом гостей ожидает аквапарк и пляж. Есть даже пара каруселей, кафе и рестораны. Судя по отзывам, на начало 2025 года объект продолжают обустраивать. Ну а перед канатной дорогой построили большой и красивый закатный город, он же Sunset Town. Здесь можно основательно погулять, посмотреть вечерние шоу. Кстати, здесь все шоу платные, а еще тут каждый вечер фейерверк. Поговаривают, что этот район, ну, например, в плане кафе и продуктов, существенно дешевле Северной Венеции, и многие оттуда сбегают жить сюда. Единственная беда этого района в полном отсутствии общественного транспорта, на котором можно добраться до центра или аэропорта. Автобусы этому району обещают, но на февраль 25-го пока не запустили. Зато отсюда ходит бесплатный трансфер до пляжа Кем. Так, ребята, здесь такой сбор хитрецов, которые решили посмотреть шоу бесплатно. Его таки отсюда видно. Так что имейте в виду, если очень хочется, но либо не успели, либо еще сомневаетесь, можно посмотреть демо-версию вот с какого-то дальнего мостика. Вот, какого-то этой башни. А вон, ребята, все тоже можно ходить на балкончик и вот смотреть, вон, видишь? А шоу. тут много у кого выходят как раз-таки окна на всяческие шоу, а еще на фейерверки. И говорят, что эти фейерверки начинают бесить очень даже быстро. Я вообще не сомневаюсь никак. Знаете, многие ругаются на эти города за то, что они такие бутафорские, какие-то якобы европейские, на самом деле не суперфункциональные. Но, ребята, здесь так чисто. Во-первых, все чисто, во-вторых, вы можете гулять, не перегулять. То есть ты просто пришел и давай наяривать туда-сюда в разные стороны. Везде что-то красивое, везде есть где сфотографироваться, глазу есть за что зацепиться. И знаете, для азиатских городов это вообще-то очень классно. Просто возможность беспрепятственно, свободно, спокойно разгуливать по каким-то широким тротуарам, куда не заезжают скутеры и машины. Здесь это именно так и очень красиво. Не знаю, мне нравится. Насчет жить здесь долго не знаю. Мы не экспериментировали на эту тему, мы предпочитаем центр. Но в целом красиво, классно. Почему нет? Трекинг.
К сожалению, сия туристическая забава не является популярным развлечением на острове. На то есть одна причина. На Фукуоке есть огромный национальный парк, который сейчас закрыт для туристов. Еще до недавнего времени вы могли официально приехать к вратам национального парка, нанять там гида, который бы вас по этому парку гулял, все вам показывал и рассказывал. Но сейчас ворота парка закрыты, все постройки на территории парка заброшены, и единственный способ попасть в парк, он как бы не вполне легальный. Неподалеку от ворот парка есть какое-то кафе, которое держит локалы. Если добраться до этого кафе и поговорить с хозяевами, то они могут порекомендовать локального гида за 100-150 тысяч донгов за одного человека. Можно с этим гидом прогуляться по парку. Также в центральной части острова есть пара водопадов, которые на данный момент совершенно пересохшие. Ну и ехать туда нет смысла, разве что по джунглям погулять. Пересохшие они, потому что мы здесь в разгар сухого туристического сезона, а водопады наиболее красивые в разгар сезона дождей. Но для любителей трекинга выход все равно есть. Сегодня мы с вами забираемся на гору, которая находится неподалеку от аэропорта. На всякий случай мы облились антимоскитным средством, запаслись водичкой, выходим. Судя по всему, нас ожидает даже немного оборудованная тропа. Вход сюда бесплатный, единственное, мы заплатили за парковку скутера 10 тысяч донгов. Везде есть какие-то поручни, даже есть веревочные. Указания, куда идти. Нет, хорошо, не забудемся. Фух, ну и, конечно, кто-то оставил свой кофе здесь, да, на веточке. Видимо, это причина, по которой закрыли национальный парк. Слушайте, ну правда, молодцы. Стрелочки здесь в обе стороны, а туда не ходить, даже черепок нарисовали. Блин, ребята, я вижу такой красивый баньян. Очуметь. Какой ты шикарный, вы только гляньте. Ну, может быть, это даже не баньян? Вообще. Восторг. Смотрите, какая огромная скала. И он корнями ее просто захватил. Вот такие же деревья часто разрушают здания, типа Ангкор-Вата. Это древний храм в Камбодже. Есть в Гоа-форт, который тоже такими деревьями почти полностью разрушен. Потому что они могут прям корнями пробивать постройки изнутри, как бы раздвигать стены. Таким образом оно рушится. Просто потрясающе. Смотрите, какое красивое. Еще здесь важный момент, когда гуляете по таким лесам, нужно внимательно смотреть под ноги, потому что есть высокая вероятность наступить на змею, ну или какого-нибудь скорпиона, что тоже не очень приятно. И если вас кто-то укусил, паук, скорпион, змея, первое, что вы должны сделать, это не убежать в панике, а сфотографировать обидчика, чтобы потом показать его врачу. Ну вот так. Друзья, ну что вы могли подумать? Еще один стакан. Я надеюсь, что, может быть, эти люди, которые оставили стакан, они сейчас наверху. Они пойдут обратно и заберут. Да, так и будет. Если не заберут, я сама заберу. Слушайте, правда, ну очень красивая тропа. Вообще не скажу, что сложная. Ну как, не самая простая. Покарабкаться иногда надо. Но виды, опять же, продолжают сопровождать нас инфраструктурой. Крайне приятно. Кстати, даже удивительно, учитывая наличие некой оборудованной тропы, что вход бесплатный. Обычно, и во Вьетнаме в том числе, очень любят сделать платный вход вообще везде. И даже там, где не оборудовано. Друзья, время примерно 11:15, соответственно, мы поднимались примерно 40-45 минут, плюс мы останавливались что-то поснимать и залипали на деревья активно, ну, в смысле, мы не спешили. Но мне кажется, идти быстрее сложнее, определенно, потому что мы и так шли, задыхались, но в плане одышка была в любом случае, тут душно. Потому рассчитывайте примерно на вот такое время восхождения наверх. Друзья, вот с этой локации, во-первых, очень круто наблюдать, как взлетают самолеты с той стороны аэропорт. И вот мы когда пришли, взлетал самолет, мы его вам не засняли. Теперь сидим, ждем следующий. Надеюсь, он все-таки в ближайшие минут 10 хотя бы случится. А во-вторых, посмотрите, какой зеленый остров. Этого незаметно, когда вы просто ездите по дорогам
Кажется, что везде какие-то постройки. Видите, вдоль дорог действительно постоянно есть какая-то инфраструктура, что-то какие-то ларечки, непонятные ангары. Но в целом остров очень густо покрыт зеленью. Какова была вероятность, что кто-то в этой прекрасной, замечательной тишине включит странный трек? Вероятность мала, но никогда не равна нулю, друзья мои. Почему? Так, что происходит? Какой он, я даже не знаю, аутентичный. Аутентичный мужчина. У него там и корзина. Вот, видите, техобслуживание. Блин, какие молодцы. Класс. Кафе, где мы, собственно, и припарковали наш скутер, мы решили заказать по кофе. Это кофе Суа. Изначально он выглядит вот так. Внизу сгущенка, вверху кофе. Все это надо перемешать дело. И, кстати, большая порция. Стоит она 25 тысяч донгов. И не то, чтобы мы прям сильно изначально хотели кофе. Хотелось просто как-то поддержать этих людей. Просто так денег не дашь. Мы решили выпить здесь кофейку. И Максим говорит, вкусно. Кофе Суамуа. Кофе Суамуа. А вот или муи, да? Это вот соленый, кажется, как раз кофе. Мы уже пили соленый где-то в Хошимине. И он тоже был, по-моему, муи. Вот. Такая красотень. Ну что? Вкусно. Да, весьма неплохо. Товарищи, в день изучения южных достопримечательностей мы с вами не добрались до, наверное, самой красивой пагоды на острове. Кто знает еще красивее, конечно же, отпишитесь в комментариях. Эта пагода называется Хокок Темпл. Это довольно большой комплекс, как я уже вижу, который находится на берегу моря. Но на первый взгляд, как и в Дананге, визитной карточкой этого храма является богиня Гуанинь, которая обращена к морю. Ну так вот, пока мы ехали сюда на скутере, мы обратили внимание, как красиво было ехать. Справа все время было море, которое проглядывалось через деревья, через какие-то джунгли. И все нам так оказалось романтично, пока мы не начали уезжать, знаете, к такой низменности. И были выходы прямо к морю. И нам на глаза начал попадаться мусор, которого там было очень много. Очевидно, некому это все убирать. И самое странное, что мы видели, как местные среди всего этого мусора устраивают пикники, хотя, казалось бы, неподалеку есть пляжи, такие как Сао и Кхем, пожалуйста, можно сделать там. Но нет, может быть, им просто сюда ближе или хочется какой-то более дикой атмосферы, меньше людей. Не знаю, друзья, очень все это противоречиво. Понятное дело, что, скорее всего, это они не сами, это просто действительно приливами туда намыло, потому что, масштабы впечатляют. Остров довольно-таки большой для такого количества населения, и кто должен все это убирать, абсолютно непонятно. И будут ли вообще. Это не то, чтобы я в минусы все это увожу, просто имейте в виду, что, вот так. Ну, а мы возвращаемся к красивому и идем смотреть пагоду. Ну, да. В пагоду нужно заходить одетым. Я не знаю, возможно, мы сейчас встретим там раздетых туристов, но меня среди них не будет. Здесь на входе, судя по всему, можно взять некую одежду. Но я уже вижу, что никого в этой одежде нет. Либо все забили, либо все и так одеты. Ну нет, вижу, что не все одеты, просто, видимо, все забили. Ну ладно, что ж. Мне уже, знаете, даже не хочется верить в то, что у нас была возможность пропустить эту пагоду и не приехать в нее. Какое чудо, что я открыла карту и все-таки увидела, что мы пропустили локацию. Вот что такое? Это же очень красиво. Максим, это очень красиво. Ты согласен с тем, что это какое-то потрясающее место? Вообще, что касается пагод, Вьетнам, конечно, очень много есть комплексов, в которые ты приезжаешь и не можешь остановиться что-то снимать, потому что это очень красиво. Вот этот вот вьетнамско-китайский буддизм, это что-то потрясающее. Вот как будто везде какая-то фотозона. Они еще очень любят наставить каких-нибудь бонсаев, цветов. Как-то вот вокруг, посмотрите, пожалуйста, ребята, ну это же...
Что это такое? Почему так красиво? Ой, обожаю. Просто посмотрите на это деревце в горшочке. Ну это что такое, а? Шикарное какое. Ой, это море. Ребят, просто восторг. Мне так тут нравится. Товарищи, это правда очень красивое место. Я прям от всей души рекомендую вам сюда доехать. Так, товарищи, отличный повод, кстати, показать вам мой новый классный шлем. Как новый, чей-то старый. Класс, да? Мы приехали в третий город-призрак, оказывается, еще один есть. Это район отеля Интерконтиненталь. Сюда ходит 19-й, по-моему, автобус. Единственная проблема в том, что он не такой частый, как 17-й. Соответственно, чтобы доехать отсюда на север, можно на автобусе, но просто его нужно будет ждать там час-полтора, как повезет. Что хочется сказать? Очередной красивый, замечательный район, где никого нет. Пустые первые этажи, я думаю, что вторые, третьи, ну, очевидно, да, тоже пустые. Все вот это стекло, окна, все в пылище, но район сам красивый, просто, опять же, на перспективу. Есть какие-то точки с людьми, есть места, где людей нет вообще. Мы сюда приехали просто потому, что знаем, что у района такая растущая популярность, люди начинают тут активно селиться. Этот район точно дороже центра, но, наверное, не дороже какого-нибудь Гранд-Ворда. По цене, наверное, что-то типа Сансет-тауна. Здесь есть пляж свой. Я вижу вот людей, которые там загорают и купаются. Я точно знаю, что здесь есть классный бассейн. Он бесплатен для людей, которые здесь живут, но если вы не живете в этом районе, то вы можете приобрести туда дневной, условно, абонемент, дневную проходку. По-моему, стоит это вообще никаких невеликих денег, типа 50 тысяч донгов. Вот мы сейчас немножечко углубились в квартал. Тут какая-то кафешка, общественный пляж, и здесь есть люди. Но когда мы сюда заезжали или ехали по окраине, вообще никого не было. Слушайте, ну вообще довольно неплохо. Есть пляжные лежаки, наверное, можно купить коктейль и занять себе кресло. Есть волейбольная сетка, какие-то качельки красивые стоят. Я вижу, там народ резвится. Лодочки симпатичные. Есть вот еще некий такой аквапарк на воде, маленькие горки какие-то надувные. Очень даже неплохо. Народу, вам смотрите, сколько в бич-клабе с бассейном. Так, друзья, я дошла до бассейна. Действительно, 50 тысяч стоит входной билет. Очень даже симпатичный бассейн. Вот еще один уровень. И третий уровень, нижний, что-то почему-то закрыт. Макс, ты бы себя видел вообще. Такой ниндзя в шапке-дебилке. Шлемы отличные. Максим говорит, абсолютно бесполезная фигня. Да? Слушай, мне подписки по 30 тысяч донгов, я сегодня видел. А, ну то есть за 100 рублей? 100 рублей, да. Просто чтобы штраф не платить. Да. Итак, про Зоандонг. Сами мы живем именно здесь, но для двухнедельного отпуска это далеко не лучший вариант. Дело в том, что в самом городе нет хорошего пляжа. Но мы не гоняемся за пляжным отдыхом, снимаем симпатичный номер в отеле за 9 миллионов в месяц, куда уже включены коммунальные платежи. У нас есть 2 общих кухни, бассейн и спортзал в 2 минутах ходьбы. Рядом магазины техники, косметики, локальная еда и прочие блага цивилизации. В общем, нам здесь действительно хорошо, но для отпуска все же не вариант. Друзья, у нас с вами вылазка на Лонг-Бич. Кусочек, который около Кинг-Конга. Ну вот он сразу приветствует, честно, не специально. Но у них есть свой небольшой мусорный полигон. Что ж, будем надеяться, что на пляже этого нет. Так, речка какая-то тут протекает. Вот, труба, выходящая в море. Кстати, вот знаете, слышала однажды, мне тут рассказывали, что здесь это ливневки. Но дело в том, что дождя нет долго, а с этих труб постоянно что-то капает. Так что я очень сильно сомневаюсь в правдивости слов того оратора. Еще слышала, что вот это вот зеленца, это не то, что отсюда всякие вот трубы торчат по всему пляжу, а то, что здесь илистый пляж, здесь где-то за буйками ил, и его вымывает, и поэтому вода не такая прозрачная, как на других пляжах. Я ничего утверждать не берусь, друзья, просто показываю, как есть, а вы решайте, какой пляж вам более симпатичен. В целом вода чистая, мусор не плавает. Когда мы здесь были и решили искупаться, была небольшая такая мутная пенка какая-то серенькая поверху, но не сказать, что ее было слишком много, просто, видите, не так пейзажно, как на других пляжах. Песок темнее, но это не сказать, что прям повод, что здесь нельзя купаться. По-другому, да? Я думаю, что оно заметно после других пляжей. О, ребят, проходим какой-то бич-бар, и тут видно, что вечером был костер.
И если это так и есть, то по вечерам тут, наверное, довольно-таки интересно. Вообще мы были на этом пляже тоже как-то однажды вечером. Тут играла музыка, и была такая чиловая, классная атмосфера, что в целом, я думаю, тут приятно довольно-таки проводить время. Но вот опять мы подходим к каким-то здоровенным трубам. Ну, короче, я не могу однозначно сказать, что это очень плохо, потому что вода чистая, просто она другого оттенка. И песок здесь темнее, потому здесь не будет такой бирюзы, как на том же Кеме. Но при этом мне отрадно, что есть альтернативы, и можно уехать на юг или север в поисках более пейзажных пляжей. В целом, что круто, что мусора на пляже нет, потому что здесь везде отели, везде кафе и рестораны, которые этот мусор убирают. В всех отелях, которые мы проходим, есть бассейны на территории. Поэтому я думаю, что если вы приехали на Лонг-Бич и вам не понравилось море, то уж как минимум в басике вы накупаетесь. Приехали на кусок пляжа Лонг-Бич около аэропорта, вышли на остановке, вон там она, и по такой прекрасной дороге сейчас пойдем искать выход на пляж. Здравствуй, собака, не ешь нас, пожалуйста. У нас очень увлекательное путешествие какое-то по пути на этот пляж. Мы прошли маленький населенный пункт, и все это за 5 минут. Вот такая тропинка должна нас вывести к нему. Надеюсь, так и будет. Свалка, конечно же, есть. Надеюсь, эта река не впадает в ту часть пляжа, куда мы идем. Но плюс этого пляжа, можно было догадаться, да? Мы хотим наблюдать самолеты с воды. Максим только что об этом узнал. Привет! Ты чего ругаешься, а? Нога сначала на нас, да? Вот мы приехали в район аэропорта, и, как вы можете видеть, народу здесь практически нет. Вода, ну, на мой взгляд, существенно чище, чем в районе Кинг-Конга. Но это классно. На самом пляже все чистенько, но вот немножечко подальше есть мусор. Короче, если вы селитесь в районе Лонг-Бич, знаете, что обязательно можно найти тот кусок пляжа, который вам подойдет, где будет чистая вода, чистый песок, не будет мусора. Ну, блин, просто надо заморочиться и поискать. Действительно, далеко не во всех локациях это есть. Как правило, в русскоязычном комьюнити, в чатах скидывают какие-то места, пишут, что мы вот живем в таком-то отеле, у нас чисто. И это помогает как раз-таки сориентироваться, понять, где есть смысл селиться, а где нет. Но, к сожалению, действительно можно поселиться так, что вы просто не будете купаться на пляже около своего отеля. Очень внимательно нужно читать отзывы на отель, в который вы едете, и на пляж около этого отеля. От места, где мы отдыхали, уже видно декорации, оставленные на берегу этого замечательного пляжа организаторами Казантипа, которые пытались здесь однажды на Фукуоке воскресить легендарный фестиваль. Только проводились они под названием «Эпизод». По-моему, это было, может быть, даже несколько лет. Но вот декорации установили году в 16-17, и они по сей день здесь стоят и еще простоят, судя по всему, долго. Друзья, что хочется сказать в защиту Лонг-Бич. Знаете, вот мы сейчас пытались припомнить курорт, где вообще не видели мусора. И, ну, пока у нас не получилось. Везде, даже когда нам кажется, что мусора нет, он где-то в кустиках, скорее всего, припрятан. Блин, это азиатские реалии. Да, во Вьетнаме много мусора, но я думаю, я далеко не первая, от кого вы это слышите. На Бали тоже очень много мусора, и это вообще никак не мешает ему быть одним из самых популярных курортов в мире. Здесь, наверное, примерно как на Гоа. То есть популярный пляж, и на нем все чисто, классно, чинно, благородно. Километрик 2 гуляешь какую-то дикую область, и вот, пожалуйста, тот же мусор на берегах валяется. Поэтому прям ставить крест на Лонг-Бич не стоит. Нужно просто подобрать место, которое подойдет именно вам. С вами приехали на местный локальный рынок закупаться в барбекю. Так, товарищи, говядина. Смотрите, какая красивая, по 180 тысяч за килограмм. По 160. Они, в принципе, нормально тоже такие. Ой, нормально, у них голова маленькая. Да, да. Давайте таких возьмем, да? Давайте посмотрим у соседей. Вон совсем маленькие креветки 130. По 160, примерно такие же, как берем мы. Такие обычно 1300 стоят, если не больше. Ну и всякие моллюски 40, покрупнее 50. Мы, кстати, брали такие. Тоже по 50.
и что-то типа мидий по 20. Тут, конечно, тоже есть местное развлечение переходить дорогу, потому что они все норовят в вас ехать, никто не пропускает, конечно. Гуава по 10 тысяч. Кто не знает, вот так вот внутри она выглядит. Виноградные улитки 70 тысяч донгов за килограмм. Совсем крупные 95 тысяч донгов. Так, друзья, кстати, на местных рынках продаются уже чищенные устрицы, и обычно такой пакетик стоит 1050. Здесь всякие здоровяки лежат, но туда не подобраться. Видите, тут все в скутерах, нужно в свою очередь еще выстоять. Ой, а еще я смотрю вот здесь постоянно на этих красивых моллюсков. Hello. Не знаю, сколько они стоят и что с ними делать. Видимо, как-то варить, даже страшно брать. Мне кажется, мы бы обязательно его испортили. Друзья, рыбы всякой разной, тут, конечно, очень много. Так, вот какая-то вот такая красивая стоит 180 за килограмм. 60 тысяч большие устрицы, 50 поменьше и 130 вот такие интересные моллюски. Таких здоровяков продают, но это совсем большие, кстати. Но, в общем, экземпляры поменьше я там видела за 1,5 миллиона и за 1 100 000 такие, совсем поменьше. Но, блин, вот там вообще огромные. Не будем спрашивать, сколько стоит, потому что точно не будем покупать. Но, тем не менее, имейте в виду, тут тоже можно купить, сварить самостоятельно. 50 тысяч донгов стоят устрицы. Здесь они почище, чем предыдущие. И мы сейчас попросим, нам строят, уберут одну створку, чтобы мы этим не занимались и могли сразу их уже запечь. $4,25. 25 устриц весят чуть больше, чем 3,5 килограмма. 210. Yes. Так прикольно, она срубает край, чтобы было проще открывать. А моет даже. Ой, супер вообще. Вот так вот открывают, убирают одну створку. И нам уже на одной створке их выдадут. Пока мы ждали устриц, Максим раздобыл грудку. Почем грудка? 85 тысяч. Спасибо. 100 тысяч килограмм. Вот такие осьминожки. Так, друзья, рыбу тоже, если покупаете, можно попросить, вам ее сразу почистят, разрежут, выпотрошат. В общем, полный сервис. Вот эта макрель, она стоит обычно где-то 240 за килограмм. Можно попросить вот такие стейки, и вам их, собственно, нарежут именно как вам нужно. Мы покупали совсем недавно, было вкусно, классно. Она отлично и на барбекю, и на сковородке готовится. Вот видите, стейками продают. Такие здоровенные они обычно лежат. Вот такой рынок, товарищи. Так, друзья, мы с вами врываемся на ночной маркет. И начинается все с того, что просто со всех сторон стучат мороженщики. Стоит мороженое 30 тысяч. Тайское крученое мороженое. Это то, что раньше называлось жареным мороженым. Сейчас тайское. Очень людно, очень шумно. Приглашают на барбекю. Всяческие красивые морепродукты. Насколько безопасно их есть в ночном маркете, я, к сожалению, не знаю. Но вообще-то люди едят. Очень похоже на тайский ночной рынок. Вот серьезно. Мороженое, морепродукты. Именно такие же коктейли, как мы видели в Таиланде. Только здесь еще продают много жемчуга. Не знаю, настоящий ли это жемчуг, но вообще-то на Фукуоке жемчуг – это тоже такое достояние. Здесь есть и фабрика по производству жемчуга, и магазины, где его можно приобрести. Ой, какие раковины огромные. Так, вы гляньте. Красота. Да, тут, конечно, раздолье. А вот, здоровяки какие. Ну, вообще, кого только нету. Смотрите, какого здоровяка жарят. О. Да тут и креветки огромные, я вам могу сказать, больше, чем моя ладонь. Какая удача. Морепродукты с ценами. Итак, красавчик стоит 500 тысяч за килограмм. Одна штучка. Большой стоит 1 200 000 одна штука. Осьминожки 40 тысяч, тоже одна тарелочка. Ежи 100 тысяч одна тарелка, плейт.
Ну и, соответственно, всячески это не гребешок, это какой-то другой моллюск, который я не помню, как называется. Там креветки. Все видите сами. Здорово, здорово. Hello, madam, sir. Bán một ký xúc trình, hello. Тоже здесь очень модное явление. Это с головой крокодила всяческие аксессуары. Здесь делают очень много изделий из крокодилов. Может, поэтому я нигде тут не видела в природе крокодила. Вот. Можно, если у вас очень интересные вкусные вещи, тоже здесь прикупить. Как и туфли из крокодилей кожи. Прямо здесь на рынке. Ну, ребята, ну это что такое? Мне кажется, это то, зачем мы сюда пришли. 8200 стоят туфли из крокодилей кожи. Есть в черном цвете. Есть вот с такими носами. Очень агрессивно. Это супер. Пожалуйста, идите сюда. Друзья, мне есть что вам показать. Найдена цель путешествия. Давай возьмем тебе, пожалуйста. Вообще просто. Вот это классно. Аккуратнее, оторви. Они стоят 8 миллионов 200. Поаккуратнее, пожалуйста. Артур. С барсеткой. Ребятам понравилось. О, боже. Ну и огромная шкура крокодила за 12 миллионов тоже есть. В синем цвете. Кто искал, вот здесь висит, вас ждет. Ну, по этой стороне мне больше нравится. Какие-то более такие классические сувениры. Ой, это что такое? Макс. Не знаю, что-нибудь, может, пластиковое, типа благовония какие-нибудь. Благовоние? Точно не пепельница? 650 тысяч. Что-нибудь так все. Не, ну, знаешь, лучше, чем крокодилы. Вот, всякие ручки красивые. О, это для благовония уже точно. Да, это тоже, мне кажется, что он спалит. Да, наверное, оно дымит из-под дракона как раз. В общем, что-нибудь красивенькое отыскать можно себе в интерьер. Хэппи Будду воткнуть 300 тысяч. Ну, желательно не здесь искать. Ну, 300 тысяч, ну, смешно, товарищ, он уже плечами покрывается. Ну, почему? Ну, вот в некоторых местах фрукты как будто бы совсем недорого стоят. Вот, например, it's 1 kilo? 1 kilo, yeah. О, 50. за 40, за 50. Это хорошая цена, я вам могу сказать. Ну, в плане, вы, конечно, найдете дешевле на дневном рынке, но это нормальная цена. Здорово. Во всех кафе с морепродуктами много людей. Но я бы, конечно, на всякий случай, прежде чем идти в какое-то конкретное, прочитала отзывы на них и выбрала уже по отзывам. Вы знаете, будет несправедливо сказать, что здесь только какая-то дорогая еда. Вот, пожалуйста, есть обычное локальное кафе с блюдами по 40, 50 и 60 тысяч. Тоже можно пойти на классических пластиковых стульчиках поесть. И это напротив большого ресторана с морепродуктами. Друзья, мы едем на пляж Онгланг, на дальний, который находится севернее. И дорога огонь. Мы повернули с трассы в ворота отеля Коко Гарден. Коко Гарден Фукуока, по-моему, написано было там. Там сидел охранник, мы спросили, можно ли проехать на пляж, он сказал да. Вот, знаете, с первого уже взгляда тут практически никого нет. Если он еще и чистый, то это просто топ. Тут вот тоже какой-то задел под кострище. Ой, тут что, даже можно помыть обувь? Ничего себе, можно ноги сплеснуть. Так, есть немного мусора, который вынесла. Но вообще-то неплохо. 5 minutes. Okay. Короче, мужчина нас отсюда выгоняет, говорит, что нужно заплатить 50 тысяч с одного человека, вроде как. Но мы не собираемся здесь оставаться, потому что здесь волны и ветер. Не совсем поняли, за что нужно заплатить. Давайте посмотрим, что он пытается показать. Так. Окей. Мы же не занимаем лежаки. Короче, друзья, это прикол. На табличке, на которой он тычет пальцем, указано, что шезлонги для гостей Коко Гардена.
но при этом нет никакой информации, что весь пляж для гостей Кока Гарден. Я объясняю этому охраннику, что, уважаемый товарищ, нам не нужны шезлонги, мы сейчас здесь какое-то время протусуемся и все. Он говорит, нет, убирайте свой скутер, валите отсюда. Короче, это очень какая-то забавная, странная ситуация. Но учитывая, что, в принципе, здесь волны и ловить нечего, мы в любом случае уезжаем. Ну, короче, просто машет руками, что-то орет. Мы не поняли, ну ладно, уезжаем. Друзья, ну что, Онгланг дубль 2. На сей раз мы приехали на пляж, который находится южнее. Это обычный публичный пляж, который не распродан всяким резортом. Пока ехали по этой деревушке Онгланг, что бросилось в глаза? Что цены на такие штуки, как смузи, фрукты, в принципе, приемлемые, нормальные, не такие дорогие, как на севере, либо на юге. Здесь по трассе ходят 17 и 19 автобусы, а значит, отсюда можно доехать как до центра, так и до севера. В целом деревушка довольно тихая, но видно, что туристическая. Ну и пойдемте посмотрим пляж. Выглядит как логическое продолжение Лонг-Бич, но здесь уже поинтереснее, с какими-то камушками на берегу. Песок все того же желто-коричневого цвета. Здесь еще в воде есть камни, там нету. Но вот здесь вот уже начинаются скалы, и, соответственно, смотрите аккуратнее, если купаетесь где-то в этой области, нужно бдить, что там под водой. К сожалению, солнышко все так и не вышло, поэтому цвет воды мы с вами так уж прям внимательно не рассмотрим. Но мне кажется, что он без зеленцы. К сожалению, в полной красоте показать пляж Онгланг у нас не получится, но в целом мне кажется, что здесь довольно-таки симпатично. Во-первых, есть скалы, это уже такая смена пейзажа. Во-вторых, смотрите, как красиво пальма наклоняется над водой. Ну и в целом вода без зеленоватого оттенка, как кажется мне, но сейчас из-за того, что волны, она все-таки мутновата. Из мусора, который плавает, я вижу только листья. Так что вполне вероятно, что с пластиком тут такой прям жуткой проблемы нет. В кустах что-то немножко валяется, но я бы не сказала, что это какая-то прям экологическая катастрофа, как на некоторых пляжах. А в целом, да ничего, ребят, неплохо, неплохо. Вон народ купается. Всем все нравится, и об этом пляже есть довольно-таки много хороших отзывов. Подытожим. На мой взгляд, на Фукуоке пока просто нет идеального района для жизни. На севере дороговато. И, кстати, на местном пляже меня, оказывается, так сильно накусал планктон, что пулевые ранения от этих укусов заживали еще потом пару недель. Но, во-первых, в аптеках продаются специальные заживляющие гели после укусов, а во-вторых, планктон может прибиться абсолютно к любому пляжу. Просто мне не повезло конкретно на севере. Если живешь на юге, то рядом красивые пляжи, есть интересные варианты апартаментов, но нет общественного транспорта, а такси не из дешевых. И Grand World, и Sunset Town очень хороши, если у вас есть скутер. Ну, как минимум, на выезде с этих районов есть локальные рынки и недорогая еда. Но если у вас неограниченный бюджет, то вам будет хорошо абсолютно везде. Район Марина, он же Интерконтиненталь, хвалят за пляж, бассейн и симпатичные апартаменты, но он пустоват, плюс там сохраняется проблема с транспортом. 19-й автобус ходит только раз в час, а то и реже. Центр хорош и инфраструктурой, и ценами, но Лонг-Бич явно не самый лучший пляж на острове. Есть неплохие участки, но в сравнении с Гранд-Вордом или Кхемом точно не идет. Зато из центра на автобусе можно доехать до Онланг, севера или пляжа у аэропорта. Тоже касается деревушки Онланг, у нее есть все плюсы и минусы звания деревушки. С одной стороны, тихо и спокойно, с другой, за решением разных задач и вопросов нужно будет ехать в город. Если же вы живете в самом Зондонге, то до пляжа нужно ездить, да и район явно не туристический. Если бы мы приехали всего на пару недель, мы бы забронировали жилье в разных районах и пожили бы везде по 3-4 дня. Ну а если у вас пакетный тур, например, в отель на севере, то при поездке на юг, ну и наоборот, рекомендую там же заночевать. Просто забронировать что-то на одну ночь, чтобы поподробнее и не спеша изучить дальний район. Нынче принято сравнивать Фукуок с Пхукетом, но, на мой взгляд, это то же самое, что сравнивать ПГТ со столицей. И нет, это ни в коем случае не о том, что Фукуок плохой. Он хороший. Просто по ряду пунктов Таиланд уже много лет обгоняет своих азиатских конкурентов, и Фукуок не исключение. А вам большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, было полезно, красиво и интересно. Не забывайте забрать мини-гайд в описании и поставить лайк под этим видео для его продвижения. Куча других видео о Вьетнаме, да и не только о нем, уже ждут вас у меня на канале. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся в следующем видео. Пока-пока!